Слушайте, я вообще думал его выкидывать. Я даже не планировал, что он начнет работать. Ребят, всем салют. Времени на съемки остается все меньше и меньше, но люди требуют, чтобы я постоянно что-то снимал, и мне действительно и самому хотелось бы для вас побольше контента. И несмотря на то, что я уже 3 года снимаю про свой Мерседес, каждый новый выпуск, что-то новое у нас происходит с вами. Иногда это идет уже и по второму кругу. В общем, сегодня я решил реанимировать свой блок ABS и вообще свою систему ABS. Не знаю, как у меня это получится. Проблема заключается в том, что если мы заведем машину, то у меня загорится кнопочка ABS и никогда не тухнет. То есть ABS не работает, машина тормозит, как какая-нибудь жига, просто идет как по рельсам. То есть никаких АБС полностью мертвый. И эта проблема, она меня начала с покупки самой машины терзать. Я думал, что это датчики. Мы посмотрели датчики, мы их попробовали переподключить там как-то. Но понимаете, суть в том, что проблема, она летом у меня никогда не работал АБС, а зимой и в пасмурную погоду было такое, что он у меня включался. То есть как-то непонятно. Такое чувство, что где-то какой-то контактик отходил. Я не знаю, было ли у вас такое. То есть напишите, пожалуйста, в комментариях. В общем, я не знал, куда мне лезть, что мне делать. И я уже думал, что это какой-то, любой здравомыслящий человек подумает. Наверное, это какой-то провод, датчик там. Надо было бы его поменять и так далее. Но тогда, когда я приехал к диагносту в очередной раз, он сказал, что проблема не в датчике, а проблема вот в чем. Пойдемте я вам... Значит, итак, он сказал, что проблема заключается вот в этой кастрюле. Давайте ее именно так вот будем называть, в этом блоке. Там, где есть эксцентриковый мотор, соответственно, и различные системы там с клапанами и так далее и тому подобное. Значит, сначала я думал, что надо будет там зачистить массу. Там вот, смотрите, у меня провод такой очень интересный. Есть, развалился, и он уже покрылся практически зеленью. Думал так решить вопрос. Но вопрос, к сожалению, не решается. Далее, спустя довольно-таки длительное время, я все-таки не выдержал, ребята. Я уже понял, что такие блоки, они стоят в среднем там по 15-25 долларов на разборках. В принципе, бояться мне абсолютно нечего. Если даже я его угандошу, то хотя бы как-то покажу, что вообще в нем внутри. Вообще, жизнь таких блоков, она где-то на протяжении от 14 до 18 лет, там какие-то работают 12, мне в Audi говорили, лет, потом начинает моросить. В общем, этот блок, несмотря на то, что сделан он очень качественно, я потом вам покажу, как все-таки он от вибрации, от перепада температуры от двигателя окружающей среды, конечно же, байка может идти по одному нам известному месту. Смотрите, я разобрал вот этот блок. Значит, каким образом он разбирается? У вас может быть другой блок, но по сути, суть, она в принципе одна. Вот оно вот так вот тут стоит, наверх одевается вот эта крышка, которую я выпилил. Значит, они держатся на таких вот болтах, шпильках. То есть мы ее откручиваем, и вот этот весь блок, он снимается. Притом тут есть фишка такая, этот блок, он подключается к фишке, значит, и фишка подачи, соответственно, там плюс управляющий, или как он там, в общем, не суть важно. Значит, вы получите вот такую картину. То есть тут, значит, это клапана какие-то с обмоткой вместе. Я их постарался почистить, но это, естественно, не помогло. Вот, значит, они, естественно, вот их сердечник, а вот сама по себе обмотка. То есть они создают какой-то потенциал, я так понимаю, вот, и посылают его на вот эти трубки, которые в зависимости от того, какое колесо у вас начинает проскальзывать, она тормозится и зажимает колодки. Это я так понимаю. Если вы понимаете лучше меня, естественно, пожалуйста, вы мне напишите, потому что электрик с меня, как вы сами понимаете, никакой. Значит, вообще лучше всего вот эту всю кастрюлю снять и положить ее на стол. То есть вы откручиваете вот эти вот, естественно, трубки тормозные, лучше всего разрезным ключом, чтобы грани не послизывать.
Вот, и вы его полностью вынимаете и ложите на стол. В общем, вот эта крышка внешняя, где я хотел увидеть ко мне лицом повернутую плату, потому что в большинстве на ютубе роликов платы бывают повернуты лицом именно ко мне. Я увидел жопу этой платы. В общем, это всеми способами производители хотели мне сказать: не лезь сюда, и, пожалуйста, филиппинцы. Видите, филиппинцы, как мы понимаем, тоже, как и французы, я уже рассказывал, и испанцы особо о технологиях и качестве не задумываются. Они задумываются о том, как бы сегодня пригласить на танец какую-нибудь красивую сеньориту. Поэтому получается у нас то, что получается. Платы выходят такие, что, к примеру, вот я, осматривая вот эту дорожку, она тут под компаундом, то есть очень качественно сделано. Видите, они хотели предотвратить вообще попадание влаги и какие-то вибрации, залили это вот такой вот резиной. Значит, очень качественно сделано, но проблема, это я уже ее распилил, потому что я ее, естественно, ломал варварски, потом подумал, почему эта крышка не отходит, но это не проблема, можно ее на герметик потом посадить. Вот, значит, если вы будете ее разбирать и пытаться, как я, баловаться, то вам нужно распилить ее ножовкой, просто потому что вот эти вот винтики, они втулками проходят и, соответственно, не дают этой крышке отойти. То есть, если она вот так вот будет, вы ее не сможете никаким образом, значит, открыть. А я думал, что могу, поэтому все поломал. Значит, и вот обратите внимание, контакты. Значит, тут вроде все неплохо. Тут вроде все неплохо. Это винтики я подкручивал. Значит, и смотрите, управляющий наш плюс. Значит, посмотрите, как выглядит этот контакт. Я уже такое раньше встречал. То есть, это и притом я не понимаю, это я сделал именно его таким, или он сам по себе такой стал. Значит, обратите внимание, вот этот контакт, так сказать, подающего плюса, ну, будем мы его так вот называть, хитро, значит, он или от вибрации, или от плохой пайки, он у меня значит, он у меня отломался. Если мы его постараемся потрогать с вами, вы видите, что он гуляет. То есть он дает гуляющий такой контакт, видите? И это, я не знаю, это я сделал тогда, когда пытался его разобрать, или он сам по себе так. Если он сам по себе так, то я смогу его запаять, возможно, решить нашу проблему. И я сейчас просто хотя бы подпаяю этот контакт, посмотрю, это хотя бы то, что я ищу, или все-таки нет. Мне просто важно посмотреть, блин, батарейки садятся. Иду ли я в том направлении, потому что делаю я это прямо при вас. Я еще даже сам не знаю, какой будет результат. В общем, ребята, все накинул просто на один саморезик, чисто чтобы посмотреть. Итак, заводим машину. Смотрим. Блядь. Его что, нету? Посмотрите, значка ABS нету. Ошибка пропала. Так, в общем, ребята, я приехал домой, уже вот этот злополучный контакт нормально пропаял. Сейчас я его заизолирую прозрачным герметиком, вот тут как по заводу. Потом я спаяю и склею вот эту крышку, чтобы туда влага не попадала. И пройдусь его уже другим герметиком. В общем, конечно, будет колхоз, но я буду, честно говоря, в последнее время задумываться тут в отношении этого блока о красоте. Скорее всего, я буду задумываться о безопасности. При том, что я уже успел его испробовать, все работает, я ездил, кайфовал. Ну, конечно, для вас это не такой кайф, потому что у вас, возможно, эти блоки работают. Но я, конечно, для меня это было непривычно, что, опять же, отдает меня в педаль, как и раньше. Так, пропаял пластмасской такой, значит, чтобы она хотя бы немножко держалась, пока так некрасиво. Вот так вот сейчас это все выглядит под герметиком. Так сразу и не скажешь, да, что ремонтировался. Ну, если кто-то будет писать что-то в комментариях, типа колхозник некрасиво сделал, слушайте, я вообще думал его выкидывать. Я даже не планировал, что он начнет работать. Поэтому, честно говоря, мне до пизды просто. Потом, честно говоря, мне стало жалко изоленты, и я это все послал в одно прекрасное место. Но хотя бы не рыжее, да?
вы же можете покрасить ее, в общем, украсить какими-то причудливыми рисунками, в общем, проявить свою изобретательность и творчество на всю катушку. Ну все, как вы видите, все отличненько стало на свои места. Вот так вот выглядит. И не так уродски, как думал, даже на силовой провод Кембрик одел. Пиздец, просто, я не знал, что это настолько просто. Просто отпаялся контактик. Я его припаял прямо вот тут, прямо при вас. Это просто жесть. Это один из самых быстрых и дешевых ремонтов. Блин, я уже думал новый этот блок АБС покупать, что я думал, что это мои датчики какие-то. Оказалось, что это именно один маленький контакт. Блин, ведь эта проблема, она меня терзала вот сколько все время, что я владею машиной. 4 года у меня была эта проблема. И нужно было просто распилить эту кастрюлю и припаять один контактик. А ведь там еще есть и мотор, который может не работать. Его можно будет подключить к аккумулятору и посмотреть, работает он или нет. Там еще есть трубки различные, то есть клапана, но они обычно не выходят из строя. Но это для меня просто праздник сегодня, ребят. Ну что, поеду дрифтить. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь и смотрите. Может быть, реально, если у вас проблема с АБС, это не какая-то глобальная проблема, а именно какой-то контактик. Все, всем пока.